Крупные китайские автопроизводители продолжают объединять усилия, создавая совместные проекты и новые модели. Китайский рынок пополнился важной новинкой. В альянсе HiMa, который строится вокруг экосистемы Huawei, появился новый игрок. Это бренд Shanze, созданный совместно с концерном SAIC. Первым автомобилем марки стал среднеразмерный кроссовер H5, который будет доступен как в гибридной версии, так и в полностью электрической. Модель уже открыта для предзаказа. Цена базовой комплектации начинается от $23 700, что делает H5 самым доступным предложением в альянсе Huawei. Официальный старт продаж назначен на 23 сентября. Давайте поближе познакомимся с новым кроссовером и разберемся, что он собой представляет. Альянс HiMa – это партнерство Huawei с автопроизводителями, где Huawei отвечает за мозги и цифровую экосистему автомобиля, а партнер – за платформу и производство. На рынке уже есть AITA совместно с Ceres, Luxeed, с Chery, Stellata, с BAIC и Maestro с JAC вместе за прошлый год реализовали около 445 тысяч автомобилей. Свежим игроком стал Shanze от SAIC. Китайские СМИ отмечают, что модель H5 – одна из самых доступных с продвинутыми ассистентами Huawei. Фактически компания спускает свои флагманские умные функции в ценовой диапазон до 200 тысяч юаней, около $28 тысяч. Именно здесь разворачивается основная борьба за покупателей в Китае. H5 выполнен в минималистичном ключе с акцентом на аэродинамику. Гибридная и электрическая версии внешне не различаются. Обтекаемый силуэт, низкое сопротивление и активная решетка радиатора создают цельный современный образ. Спереди узкие матричные фары и фирменный подсвечивающийся шестиугольный логотип в центре. Сбоку безрамочные зеркала и привычные дверные ручки под естественный хват, которые намекают на принадлежность к массовым моделям по китайским меркам, разумеется. Колеса 19 дюймов, за доплату можно установить 20-дюймовые, а рейлинги на крыше идут в стандартной комплектации. Новинка получила продвинутый автопилот Huawei ADS-4 с лидаром над лобовым стеклом. Задняя часть кузова привлекает внимание стильным блоком фонарей во всю ширину. Современно, лаконично и с характером. Габариты кроссовера: длина 4780 мм, ширина 1910, высота 1664, при колесной базе 2840 мм. Это классический среднеразмерный кроссовер. Клиренс пока не раскрыт, а снаряженная масса всех версий держится в районе 2 тонн. Топовые версии получили систему помощи водителю Huawei ADS-4. Здесь и лидар на 192 линии, и 11 HD камер, и 3-4D радара, плюс 12 ультразвуковых сенсоров. Версия Pro довольствуется базовым пакетом Huawei ADS без лидара, но все равно с достаточным набором датчиков и камер для безопасной езды. Салон среднеразмерного кроссовера выполнен в современном китайском стиле. Передняя панель минималистична и аккуратна. Физических кнопок почти нет. Все управление сосредоточено на большом 15 и 6-дюймовом экране мультимедийной системы Harmony OS. Цифровая приборная панель на 12,2 дюйма органично дополняет интерьер, создавая ощущение высокотехнологичного кокпита. На центральном тоннеле только воздуховоды, беспроводная зарядка и подстаканники. Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены 3 режимами вентиляции и подогрева. Интерьер кроссовера отделан перфорированной полуанилиновой кожей. Любителям качественного звука понравится акустика Huawei Sound Superior, а панорамная крыша с электроприводом и солнцезащитной шторкой создаст ощущение простора и света. По словам производителя, на заднем ряду с комфортом разместятся 3 взрослых. Для них предусмотрена регулируемая спинка сидений, а также интерфейсы Huawei MagLink для подключения устройств и многоэкранного взаимодействия. Основной багажник предлагает 600 литров, а если сложить задний ряд сидений, вместимость вырастает до 1837 литров, и это касается всех версий.
Для электрической модификации есть приятный бонус. Передний багажник на 124 литра, место для зарядного кабеля или небольших сумок. Анонсированы две версии нового кроссовера – последовательный гибрид и полностью электрическая модель. Электрокар предложит с двумя вариантами электродвигателей на задней оси мощностью 204 и 245 сил. Для батарей предусмотрено два варианта. Литий-железо-фосфатная емкостью 64 и 6 кВт-часа с запасом хода до 535 км. Во втором случае тройная литиевая на 80 кВт-часа, которая позволит проехать до 655 км. Естественно, показатели приведены по китайскому стандарту. Расход электроэнергии заявлен на уровне 13,4 кВт-часа на 100 км, а максимальная скорость ограничена отметкой 200 км в час. В гибридной версии батарею подзаряжает бензиновый двигатель мощностью 98 сил, а основную тягу обеспечивает электромотор на 204 силы. Он питается от литий-железа фосфатной батареи емкостью 32,6 кВт-часа. В чисто электрическом режиме автомобиль способен проехать до 235 км, а общий запас хода в комбинированном цикле достигает 1360 км. Производитель заявляет расход топлива почти 4,5 литра на 100 км, а максимальная скорость ограничена 180 км в час. На данный момент полноприводные версии не предусмотрены производителем. В Китае открыт предзаказ на новый кроссовер H5. Всего предложено 6 версий. Две комплектации гибридной версии стоят 23 700 или $26 500. А у электрической версии их 4. Стартовая обойдется 24 500, а топовая затянет на 29 300. Все подробности станут известны уже в сентябре, когда H5 официально выйдет на рынок. H5 – это свежий взгляд на доступный высокотехнологичный кроссовер. Минимализм, продвинутый автопилот и гибридные или электрические варианты делают его интересным игроком на китайском рынке. С начальной ценой от $23 700 новинка обещает стать одним из самых привлекательных умных семейных кроссоверов в своем сегменте. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить крутые новинки автомобилей и свежие обзоры. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими путешествиями, а каждый поворот дороги открывает новые возможности и впечатления. Желаем вам комфорта, безопасности и удовольствия от вождения, чтобы машина всегда дарила только позитив и уверенность. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами и до следующего видео.